Всем привет. Ну вот, прошла неделя. Неделю не он просидел здесь, не в интернете, в этом рассаднике. Пора его садить на нерест. Обычно я это делал утром. Ну, с утра до обеда. Так с большей вероятностью он на следующий день отнерестится. Ну, это у меня свои мысли на этот счет. Возможно, они покажутся вам смешными. Но я думаю, что у рыбы есть свой какой-то режим. И когда ее садишь на нерест вечером, тут ей спать пора уже ложиться, а ее дергают, куда-то высаживают. И поэтому на следующий день она нерестится просто не вся. А когда садишь утром, она за день успокаивается, и на следующий день, как правило, нерест. Ну, это такие мои мысли. Я так заметил, так лучше, я всегда так делал. Любую рыбу я садил на нерест с утра. Значит, последнее кормление было вчера утром. Где-то за сутки до посадки на нерест неона не кормить. Ну, правда, бывало, что я и вечером кормил, потом утром садил. Если даже там чего-то в нерестовике и они нагадят, тут ничего страшного. Это проверено. Ловим его и в нерестовики. Вот нерестовики я позаливал. 20 штук. Сетки. Сетки поставил. Сейчас там кое-где поправлю. И будем сюда садить рыбу. Значит, количество воды. Ну, то есть вот так. Общий объем нерестовика тут 3 литра. А воды, ну, сколько? 2,5, наверное. 2-2,5. Можно чуть меньше. Ну, так. Вода чистый свежий осмос. Без всяких шишек, всяких листьев, торфов, отваров, бульонов, без ничего. Просто свежий осмос. Значит, свежий, это он может быть набран и вчера, и месяц назад, и неделю назад. Он будет у вас свежий осмос. То есть, если он у вас стоит без ничего, без растений, там, без, ну, просто стоит там в бочке, или он, как у меня, в аквариуме он стоит. Это чистый, свежий осмос. То некоторые говорят, там, пусть постоит месяц, постареет вода. Не постареет она будет свежая. Это чистая вода, H2O. Значит, перед заливкой в нерестовики желательно это все дело проаэрировать. То есть прямо туда аэрацию. Ну, я вечером, то есть сажу утром, вот вечером кинул распылитель утром. Вот так. Тут когда заливал, значит, где вода попала, то есть воздух где попал, я вот так его. Ну, в принципе-то не мешает. Но бывает. Вот так. Вот, поймал я самок сначала. Ну, разницы нет. Можно сразу самцов, можно самок, все равно. Поймал и рассаживаем теперь их по этим нерестовикам. Все, 20 самок сидит. Теперь самцов к ним. Вот, теперь я поймал самцов. Садим самцов к самкам. Главное не попутать. Одну самку, один самец на нерестовик. Вот, все, высадили парами. Никаких стайных нерестов. Поверьте, я перепробовал все.
такую рыбу, как неон, тернеция, барбусы, разборы, да практически всю, минор, лучше не растить парно. Почему? Когда садите, допустим, самку и два самца, то самцы, они друг другу мешают, начинают драться там, ну, к неону это не относится, ну, это барбусы, это те же тернеции. И они тогда просто отвлекаются и самку плохо выбивают. А то и вообще не нерестятся. Садил я, пробовал неонов, простых неонов, вот таких, сразу 100 пар. На сетку, ну, то есть в один аквариум, на садок я садил. Ну да, они не рестятся, но количество икры, которое получается, ну, то есть, то же самое я могу получить с этих 20 пар. То есть, там выметаются не все. Ну, в общем, лучше парно. Стайно можно не рестить, например, неона красного. И то там стайками небольшими, там 5-7 пар. Этот не рестится хорошо. Ну, там конго, пираньи, такие, это можно не рестить стайно. Не можно, а не рестят их стайно. А такую рыбу вот лучше всего парно. То есть это, ну, это все из моего опыта. Так намного лучше. Я вот накрываю нерестовики стеклом. Ну, потому что бывали случаи, когда они перепрыгивают, выпрыгивают. И вот такую вот ширмочку поставил. Просто чтобы они не пугались. Мимо тут ходим на балкон, там тут балкон. Значит, свет мы этот выключаем. Тут такой штора, значит, свет выключаем. Все, вот они стоят, ничего не надо, никаких, ни темноты им делать, ничего. Вот здесь такую, эту я поставил, ну, чтобы они не пугались просто. Чтобы не мешало им она. Вот тут у меня и коты прыгают. Все, заглядываем сюда завтра утром. Нечего заглядывать, смотреть там. Ну, я если поймаю момент, может быть, сниму момент нереста именно сам. Вот так. Ждем до завтра. Да, чуть не забыл. По поводу обеззараживания нерестовиков. Никаких обеззараживаний, ничего я не делаю. Нерестовики после каждого нереста моются. Просто холодной водой сполоснули от грязи разной. И перевернул их вверх ногами. И они стоят до следующего нереста. Дальше их просто перевернул, залил воду и все. Ничего не надо. Никаких ни содой, ничем. Тут я знаю, люди содой обеззараживают, а потом удивляются, почему у них карбонатная жесткость выше, чем общая. Ничего не надо. Особенно интересно, когда рассказывают, как они обеззаразили нерестовик, а потом рассказывают, что я наливаю половину воды из аквариума. А смысл тогда всего обеззараживания было. То есть ничего не надо. Я никому никогда не обеззараживал. Ни дискусом. Просто высушил и все. Этого достаточно. Да, и аэрации. Никакой аэрации не надо. Так рыба может просидеть. Ну, тут 2 рыбки в 2 литрах свободно сидят. Ну, 3 дня. Ничего с ними не случается. Больше 3 дней просто нет смысла держать. Если он за 3 дня не отнерестился, он не отнерестится. То есть никакой подогрева, никакой аэрации, ничего я не делал. Температура 24. Здесь сейчас 24. Аэрации не нужно. Вот так все стоит, ждет до завтра. На следующий день заглядываем, я уже посмотрел. Значит, не он отнерестился, не весь отнерестилась. Вот я птички тут поставил, и там во 2-м ряду, там я тоже посмотрел, отнерестилось 15 пар из 20. Но это первый раз такое бывает, когда оно в цикле, там
Второй нерест еще может быть не ахти, а вот с третьего уже начинается, они нерестятся все как один. Значит, икру, я не знаю, как вам показать. Сейчас я возьму другую камеру. Вот икра. Вот. Сейчас я повытягиваю сетки. И ради интереса я сделаю снимок на камеру. И потом можно будет посчитать. Так ее считать нет. Ну, зачем ее так считать? Вот икра. Где-то есть пропавшая, где-то хорошая. Но это первый нерест. Это всегда такое. Видно, да? Ну, сейчас я высажу. Ну, по опыту я знаю, что такие самки дают до 200 штук икры. Крупнее будет до 300. Значит, вот этот производитель, который отнерестился, значит, сегодня у нас воскресенье, посадила их на нерест в субботу. То есть следующий нерест у них будет, я буду садить их опять в субботу. То есть 6 дней между нерестами, начиная с сегодняшнего дня. То есть высаживаю, 6 дней отсчитываю и опять на нерест. То есть следующая суббота. Тот, который не отнерестился. Возможно, он отнерестится завтра. Его тоже высаживаем. И нерестим опять же садим в субботу. Он должен в субботу отнереститься. Плохо ли, хорошо ли, но он отнерестится. То есть, в субботу садим, в воскресенье он должен отнереститься. То есть, второй нерест может быть тоже так себе. А вот третий нерест, там будет перерыв одинаковый у всех и должен быть хороший. Вот так. Сейчас я повысаживаю, сетки вытяну, покажу вам. Вот у меня есть вот такой крючочек, я им сетки вытягиваю. То есть вот подцепил, чтобы сетка там по дну не шарудела. Все, вытащил в сторону ее. Вот вторую вытащил в сторону. Сетки потом эти просто душем сполоснул и все. Так, ну и смотрим. Сейчас я вам покажу. Не знаю, тут видно, не видно. Сейчас я, наверное, на черное поставлю и будет видно. Ну вот икра. Не знаю ли так. Значит, по поводу того, что икра там свет боится, все это ерунда. Никого не слушайте. Не икра свету боится, а на свету, на ярком, развиваются бактерии быстро. Поэтому икру надо, притянить. Не то, чтобы вообще не надо тряпками ее заматывать там. Все это ерунда. Не боится она света, можно вот так светить, смотреть. Просто, долго светить, тут и так вода вот мутноватая. Это все от половых продуктов. Поэтому надо ее сливать. Я обычно, если вода прозрачная, я жду, пока личинка полупится. Если вода такая мутноватая, это, как правило, бывает первые разы. Если такая мутноватая вода, я сливаю сразу икру. И ставлю мочалку. Мочалку Airlift. Хорошую мочалку, старую, грязную мочалку, чтобы моментально она убрала вот эту всю муть. Я вам все сейчас покажу. Сейчас я тут разберусь, повысаживаю.
Вот еще я покажу вам сейчас, так, чтобы все захватить. Вот, кому интересно, вот количество. Можете остановить, посчитать, кому интересно. Здесь часть плохой икры, часть хорошей. Вот такое количество. Это от одной самки. Ну, я считаю, это хороший нерест. То есть, ну, плохой практически нет у икры. Есть некоторые пары, там вообще белым отнерестились. Ну, там, по-моему, 2 пары только белым. А так все хорошие. Вот так. Сейчас я покажу, как сливать, чтобы вот эта белая икра не попала туда. Ну, даже если там немного что-то и попадет, то ничего страшного. Эрлифт должен вытянуть всю биологию. Значит, показываю, как я сливаю личинку. То есть, ну, икру или личинку. Я объяснил уже, когда я сливаю. Если, значит, я вижу, что вода начинает мутнеть, я сливаю уже икру. А нет, жду, пока личинка появится. Вот я подготовил банку. Здесь у меня минор сидел, я его в хорошие руки отдал. Помыл банку. Вот нерестовик. Значит, я беру, прямо сливаю вот так, одним движением. Все, ничего не надо. Здесь вот осталось, вы можете видеть, икра, которая пропала. То есть не надо смывать ее. Вот эта та пропавшая, она остается прилипшей. Не надо колотить. Колотить вот так не надо его. Слили и все. Попадает туда только хорошая икра. Плохая, она прилипает к дну. Все, следующий. Следующий вот нерестовик. Сливаем тоже одним движением. Слили. И вон на дне осталась пропавшая. Она прилипла. А хорошая вылилась. Вот так. Это такой нюанс. Я так. Сейчас я посливаю все и буду рассказывать дальше. Вот, я все слил. Вот так вот получилось. Вот так. Вот икра тут. Вот ее сколько. Видно, не видно. Такая икра. Там вон ее дальше много. Теперь ставим сюда эрлифт. Эрлифт со старой мочалкой. Обязательно. Сразу же, чтобы вот эту всю муть убрать. Поставили эрлифт, чтобы он маслал хорошо. И все, ждем, когда вылупится личинка. Личинка лупится где-то через 20 часов. 20-22. Свет убираем. Здесь у меня оно рыбам светит. Гупиком. Ну, то есть оно рядом. Вот так. А здесь полумрак. Ничего там страшного. Вот так. Не надо тряпками, картонками, ничем закладывать не надо. Все, ждем, когда вылупится личинка. Нерестовики вот помыл сразу, перевернул вот так. Вот они у меня на балконе тут стоят. Пусть сохнут до следующего нереста. Помыл вот просто мочалкой вот так. От слизи, от всей. И вот так они перевернутые стоят.
а потом следующий нерест перевернул их, сразу воду залил и все, никаких обеззараживаний, ничего, все это ерунда. Вот так. Сетки тоже вот под душем, просто вот так пачку душем помыл, да и все, пусть сохнут. На следующий день личинка вылупилась. Я не знаю, видно будет, не видно. Сейчас, ну я вот так всегда смотрю, светом свечу. Убрал свет. И она вон вся вверх идет. Вот. Видите? То есть личинка пролупилась вся. Тут попала икра. Ну, пропала. Я когда сливал, она еще, видать, была не побелевшая. Но это ничего страшного. Обычно я же говорю, я сливаю уже когда личинка пролупилась. То есть тогда икра вообще белая не попадает. Может там чуть-чуть чего-то попадет. Личинка. Так, теперь слил я воды. Слил лишнюю воду. После всего этого, как пролупилось, все, биология здесь, вы видите, вода прозрачная стала. Слил, оставил сантиметров 10. Сантиметров 10. Потом ставим капельницу. Вон наверху стоит ведро с водой. Обычная вода. Обычная водопроводная вода. Ну, отстоянная, не отстоянная, какая разница. Она будет капать очень медленно. И, значит, до того момента, как личинка начнет есть, когда малек уже начнет есть, капаем сюда понемножку, вот так, жесткую воду. То есть вот это вот момент, который всегда многих интересует, как переводить на жесткую воду. Кто-то там по стакану доливает в течение месяца. Я делаю вот так. Пока личинка не расплывется, пока не начнет малек есть, капается вода. Вот здесь сантиметров 10. Капается сантиметров до 20. Выше не надо, потому что высокий слой воды будет, малек тогда, ну, могут дергунцы быть. Может не подняться малек. Сантиметров 18-20 капается. То есть вода тут уже будет, ну, грубо говоря, пополам. То есть, ну, 8 градусов будет жесткость. Выше не надо. Потом, когда малек начнет есть, просто буквально там по литру, по 2 литра в течение дня, там по 3 литра. Доводится вода до верху, до верху. И все, вот малек в жесткой воде. То есть ничего тут сложного, я всегда так делал. Делал не только с неоном, с любой харацинкой, со всей. Также я с дискусом делал. Ну, с дискусом там немножко по-другому, но ну, принцип тот же. Вот так, вода капается. И все, вот это она ведро выкопает там за ночь, я не знаю. Мало еще добавить, еще ведро. И сантиметров 18-20, чтобы был слой воды. Ну, здесь уже накапало. Я давно включил его. Вот так. Значит, дальше следующее видео. Видео будет не в хронологическом порядке. Ну, то есть когда малек поплывет, я покажу, какой стартовый корм, чем я пользовался, чем кормил. Все дальше покажу. Ну, пока вот так. Просто у меня нет времени сейчас там видео эти лепить. У меня это занимает много времени. То есть сейчас вот личинка полупилась, малек должен поплыть где-то в среду вечером. То есть
В воскресенье они отнерестились утром до обеда. Вот малек где-то в среду вечером должен поплыть. Максимум четверг утро. Когда малек поплывет, я начну его кормить, тогда я сниму видео по кормлению, что, как, почему. Тогда там смонтирую, выложу, не знаю когда, но не в четверг это дело будет. Вот так. Как-то и так видео длинное получилось, но я старался не упускать никаких деталей. Если чего забыл, напоминайте, спрашивайте. Да, еще в воду я не добавлял никаких ни лекарств, ни метиленки, никаких антибиотиков, ничего. Вода вытягивается только биологией с мочалкой. Ну, по крайней мере, с неоном так. В принципе, если вы освоите все эти технологии с неоном, то другая рыба, там тернеция, минор, что-то еще вам покажется просто детским лепетом. Вот так.